Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы поговорим на такие темы, как обида и болезни. Что такое обида и как от нее избавиться? Почему важно прощать и надо прощать? В начале видео я скажу, что очень сожалею, что тому, что я буду говориться в этом видео, не учили еще со времен детских садов и школы. Нашим бы детям было, и нам тоже, было бы гораздо легче жить на протяжении многих десятилетий, если бы мы это знали. Обида – это сложная эмоциональная реакция, возникающая в ответ на несправедливость, реальную или субъективную. Она сочетает в себе одновременно гнев на обидчика и жалость к себе, которую, отмечу сразу, мы иногда эту жалость сами в себе подогреваем. В основе обиды лежит несоответствие между ожиданиями и реальностью. Человек рассчитывает на понимание, уважение или поддержку, но сталкивается с игнорированием, насмешкой или критикой. Даже безобидная, на первый взгляд, шутка может задеть человека, если она затрагивает его внутренние уязвимости. Чем выше ожидание, тем сильнее обида при их несбывании. Поэтому не стоит ожидать чего-то в жизни нереального. Тогда вам проще будет не обижаться. Причины обиды разнообразны. Ее могут вызывать не только слова и поступки, но даже бездействие, равнодушие и невнимание. Иногда корни обиды уходят глубже. Она может быть связана с завистью, чувством неполноценности или личными комплексами. В ряде случаев обидчик осознанно или неосознанно стремится утвердиться за счет другого человека. Чем сильнее эмоциональная реакция обиженного, тем более удовлетворение может получить обидчик, ощущая свою власть над чужими чувствами. Как в предыдущих видео я говорил, когда обидчик обижает, то он получает какую-то власть и дополнительную энергию, и этим тоже упивается. Обида опасна тем, что накапливается. Многие люди предпочитают не показывать свои эмоции, но с течением времени подавленные чувства могут прорываться в виде внезапных эмоциональных всплесков или хронического стресса. Постоянное подавление обид ведет к ухудшению психического здоровья, провоцирует раздражительность, тревожность, депрессию и другие болезни, такие как заболевания печени, сердца и даже онкологические заболевания. Кроме того, психологи отмечают, что долго сдерживаемая обида может привести к психосоматическим заболеваниям, проблемам с желудком, аллергией, кожными реакциями и даже ослаблению иммунитета. Какие же самые тяжелые обиды? Самые тяжелые обиды – это наиболее болезненные обиды, связанные с близкими людьми. Чаще всего глубокие раны остаются от родителей. Как ни странно, обида детства. В детстве человек формирует представление о любви, заботе, поддержке, и любое несоответствие этим ожиданиям воспринимается как предательство. Недостаток внимания, гиперопека, строгая дисциплина или наоборот безразличие могут оставить след на всю жизнь. Эти детские обиды часто переносятся на взрослые отношения, создавая трудности в общении и формировании доверительных связей. Распространенные детские обиды – это нехватка родительского внимания или чрезмерный контроль. Ощущение, что одного ребенка в семье любили больше, чем другого. Постоянные упреки, сравнение с успешными сверстниками. Отсутствие поддержки
и веры в способности. Чаще всего встречается обида на родителей, обида на мать, обида на отца, обида на сына, обида на дочь, обида женщины на мужчину, обида мужчины на женщину, обида на жену, обида на мужа. Такие переживания могут перерастать во взрослые проблемы, недоверие к людям, страх близости, эмоциональную закрытость, повышенную чувствительность к критике. Почему важно прощать? Прощение – это не оправдание обидчика, а освобождение от тяжелого груза эмоций. Обида не причиняет вреда тому, кто ее вызвал, но разрушает того, кто ее испытывает. Чем дольше человек носит в себе обиду, тем больше она поглощает его внутреннюю энергию, создавая эмоциональное напряжение и стресс. Медицинские исследования показывают, что длительное переживание обиды связано с развитием ряда заболеваний. Проблемы с желудком, следствие подавленного гнева и тревожности. Кожные заболевания, сигнал о внутреннем конфликте и невозможности выразить эмоции. Сердечно-сосудистые болезни, результат нехватки радости и эмоционального тепла. Хроническая усталость и депрессия, проявление затяжного эмоционального истощения. Как же избавиться от обиды? Это очень тяжело. В действительности, особенно если это ребенок, он этого всего не понимает, о чем сказано выше, и обижается слишком долго, и у него могут возникнуть ранние вот эти вот заболевания, о которых мы говорили. Первое – это осознать ее вред, но это же в взрослом возрасте. Обида не исправит прошлое, но может испортить настоящее и будущее. Понять, что прощение – это свобода. Оно не означает оправдание поступка обидчика, а дает возможность избавиться от тяжелых эмоций прежде всего, от тяжелых эмоций и болезней, которые могут возникнуть. Даже в Библии об этом указано. Христос говорит, что прощать до 77 раз нужно, когда его спрашивают, сколько раз прощать. Это все делается не для обидчиков, а для тех, кого обидели в первую очередь. Учиться извлекать уроки. Даже негативный опыт может стать ценным для личностного роста. Но это умение должно быть личностное. Развивать чувство юмора. Смех помогает снизить восприимчивость к чужим словам и поступкам. Это правда. Прорабатывать эмоции. Важно не подавлять чувства, а осознавать их и отпускать. Отпускать, то есть прощать. Чем быстрее вы это сделаете, тем у вас больше будет шанс избавиться от каких-либо возможных заболеваний или тех, которые уже есть, а вы не знаете, как их вылечить. Работать с обидами осознанно. Если самостоятельно справиться сложно, помогут психологические техники, арт-терапия, медитации и поддержка специалистов. Ну, еще мой совет – это пойти в церковь и исповедоваться. Ну, это дело лично каждого, потому что вы выносите, вот, когда отпускает священник ваши грехи, значит, соответственно, вот эти связи, которые возникли, негативные, они обрываются. Надо это учитывать. Развивать эмоциональную зрелость. Чем лучше человек понимает себя и свои реакции, тем меньше он подвержен разрушительным эмоциям. Ну и вывод давайте такой сделаем. Чем больше разрыв между ожидаемым и действительным, тем сильнее эмоциональный отклик. Особенно уязвимы люди, склонные к перфекционизму, высокой чувствительности и завышенным требованиям к себе и окружающим. Обида – это эмоциональная ловушка, в которой человек иногда загоняет сам себя. Освобождаясь от нее, он не только улучшает свое психологическое состояние, но и укрепляет здоровье, обретает внутреннюю гармонию. Важно не зацикливаться на прошлом,
а учиться жить в настоящем, здесь и сейчас, принимая реальность такой, какой она есть. Прощение – это не слабость, а сила, позволяющая двигаться вперед без груза негативных эмоций. Берегите себя, будьте здоровы!